Всем привет! Вы на канале Parsewool. В предыдущем видео мы вязали вот такую красивую простую шапку. Вязали мы из пряжи Gazal Alpaca Air. Пряжа очень классная, нежная, красивая, с интересной фактурой. В этом видео мы будем вязать подклад для нашей шапки из этой же пряжи. Пряжа, у которой в составе альпака, всегда очень теплая. Мои дети после мериносовых шапок переходят на шапки с альпака в составе, а потом уже на меховые, если морозы совсем лютые. Вязаный подклад мы можем связать для любой шапки. Для этого шапочку выворачиваем наизнанку. Будем вязать с внутренней стороны. Доберем петли по кругу и повторим форму шапки изнутри. Подклад я буду вязать на тех же спицах 4,5. Начинать вязание подклада нам надо не с самого низа, отступив небольшое расстояние от подгиба. Я отсчитаю 4 петли от начала вязания отворота и в этом ряду буду добирать петли для подклада. Отсчитываем несколько рядов и вводим спицу под обе стенки лицевых петель. Изнаночные пропускаем. Главное здесь не перепутать ряд, то есть не съехать вверх или вниз. Вводим спицу под лицевые петли по кругу всей шапки. На шапке у меня 80 петель, соответственно, я подхвачу 80 стенок от 40 лицевых петель. После того, как пронзили все петли по кругу, шапку выворачиваем, чтобы она не мешала нашему вязанию, так чтобы петли были сверху спицы, а полотно снизу. Подводим рабочую нить и начинаем провязывать наши петли. Первую петлю мы провязываем за переднюю стенку, слева направо, вторую за заднюю, справа налево. Сначала за переднюю стенку, затем за заднюю. Это мы делаем для того, чтобы петли у нас не скрещивались. Провязываем весь ряд до конца. Начиная со следующего ряда, все петли будем провязывать за переднюю стенку. Они у нас уже все легли по-другому, одинаково правильно. Основным узором шапки до убавок у меня провязано 40 рядов. Соответственно, мне надо провязать ту же высоту 40 рядов и плюс те 3 ряда, что мы заимствовали от резинки. Всего провяжем 43 ряда лицевыми, затем будем делать убавки. После того, как провязали нужную нам высоту до убавок, здесь я провязала 43 ряда, начинаю делать убавки. Если вы закрывали шапку 4 клиньями, соответственно и подклад тоже закрывайте 4 клиньями. Подклад повторяет форму шапки. Итак, у меня ряд убавок. Я повешу маркер начала ряда. Первый ряд убавок я провязывала следующим образом. 2 вместе, далее 2 лицевые. Снова 2 петли вместе, 2 лицевые. Так довязываем до конца ряда. 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые. Довязываем ряд. В конце ряда 2 вместе, 2 лицевые. Следующие 3 ряда на шапке у меня были без убавок. Соответственно, здесь я провязываю 3 ряда лицевыми. После этого у меня снова ряд убавок. Я провязываю 2 петли вместе, 1 лицевая, снова 2 вместе, 1 лицевая. И так вяжу до конца ряда. 2 петли провязываю вместе, далее 1 лицевую. Затем я снова 3 ряда провязываю по узору, то есть 3 ряда лицевыми петлями. И снова у меня ряд убавок. Буду провязывать по 2 петли вместе. 2 вместе, сразу же 2 вместе лицевой. На спицах у меня останется 20 петель. И еще один ряд убавок сразу же.
2 петли провязываю вместе. В итоге у меня останется 10 петель на спицах. После этого нить обрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через все наши петли. Затягиваем. И теперь нам надо соединить шапку с подкладом, чтобы подклад не болтался. Для этого кончик вязания, оставшийся от шапки, я пропускаю через серединку нашего подклада. И уже с изнаночной стороны закрепляю нити, завязываю узелок и прячу эти кончики между слоями шапки. Просто увожу их иглой между шапкой и подкладом. Наш подклад готов. Мы можем отправлять шапку на ВТО. Стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Красивая, мягкая и очень теплая шапка, которую мы можем носить как с помпоном, так и без него. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.